подумала, что если не сейчас, то я никогда не расскажу про нашу поездку в Аргентину. В общем, у нас уже есть билет и бронь на первое время на жилье. Там очень сильно поднялась недвижимость, и это единственный пункт, который нас пугает. И так как мы приедем как туристы, то нам не будут давать долгосрочную аренду, и мы будем снимать за большие деньги совсем небольшие помещения. Хотела показать, почему в Турции я точно скучать не буду. Это по вот этим всем вот вывескам, боже мой. В общем, сегодня последний день в Анталии. Да, I'm so excited. А Анталия плачет просто. Плачет по нашему отъезду. Я иду снимать деньги в банк. Потому что, как вы знаете, а может и нет, что в Аргентине все трудно с картами, поэтому нужна наличка. Перелет из Анталии до Буэнос-Айреса занимает примерно 30 часов. Никто из нас до этого не летал так долго, поэтому это было очень волнительно. Так вот. Технологии. Можно позвонить. Hello. Where are you, my baby? Ожидание в аэропорту было больше 10 часов, поэтому мы поехали в гостиницу переночевать, а когда приехали обратно, то была огромная очередь, которую нам пришлось отстоять. Тапочки, носки, не знаю, пледа, вообще все. Это смотри, чтобы твой не вскрывали твой пакетик, надо его отрезать. Прикольно. Зубная щетка, короче, вообще все. Первый час мы восхищались тюркишами, смотрели, как у них все работает на борту, очень удобно, классно и комфортно, смотрели камеры с самолета. Потом мы посмотрели парочку фильмов, и с какого-то момента мы уже не могли ни о чем думать, кроме как о том, как мы устали и как мы уже хотим приехать в наше место назначения. Первые ощущения от прилета — это вот такое все смешанное, потому что, во-первых, очень приятно и спокойно. И таможня, и все там на контроле было максимально спокойно и без нервов. Вот у меня небольшой опыт, но все же, когда проходишь контроль где-нибудь в Германии, это прям напряженно. А здесь достаточно спокойно. Нас спросили только, если у нас бронь в отеле, и мы ее показали. И все. Обратный билет нас не спросили, но у нас он есть на всякий случай. Мне кажется, смешанные чувства, потому что очень длинный полет. Вот мы летели, получается, сначала до Бразилии, а потом еще 2 часа до Аргентины. И когда мы летели до Бразилии, я могла сказать: о, я вообще изи перенесла полет. Но сейчас мне кажется, что мне тяжело. Последние 2 часа дались прям очень тяжело. И я очень устала и хочу домой спать. Но так у нас нет валюты местной пока что, то я забронировала трансфер на Booking. И сейчас ждем, пока к нам приедут, потому что я перестраховалась и забронировала на час раньше, а час позже, точнее. Теперь еще ждать целый час. Вот такая история. Buenos noches. Buenos días. Мы в Аргентине, и здесь так здорово, здесь просто очень классно, и очень мы рады, что приехали. Первое, что нас поразило, это, конечно, архитектура. Потом мы пошли на встречу соотечественников, где играли в мафию. Это очень полезно и интересно. Много людей делятся контактами, местами. И, в общем, это очень классное место и времяпровождение. Мы пришли из магазина, и мы потратили примерно 10 тысяч песо. Это примерно столько в рублях и столько в долларах. Давайте посмотрим, что мы купили. Го. Кстати, здесь вот такие пакеты. Здесь нет в основном магазинов, которые продают пластиковые пакеты. В основном вот такие сумки. Шампиньончики, 2 килограмма муки, 2 лимона, 3 банана, салат, сгущенка, 2 литра сока, кешью, перчатки, яблочки, попкорн, авокадо, соррентино с рикоттой и хамоном, равиоли с сыром. Это у нас имбирь, потому что мы заболели. Кола в упаковке, которая, поняли, перерабатывается. Сок и еще 5 литров воды. Вот так вот. Яйца 6 штук, $0,87. Фарш говяжий за 440 грамм, $1,4.
Это, кстати, очень дешево. Здесь стоит мясо. Молоко 1 литр, $0.84. И вино $1,2 за очень вкусную бутылку вина. Поэтому купили 3. И за это время мы уже прожили. Было такие ощущения, что такое бессилие и радость, и счастье, и все, в общем, было. Но сейчас мы более-менее нашли квартиру, которая нам нравится. И это прям победа, успех и супер классно. Потому что квартиру здесь найти сложно. И так как мы хотим долгосрочную аренду, оформить долгосрочную аренду, то с этим прям много проблем. Но я думаю, что я об этом расскажу чуть позже. А Буэнос-Айрес, он такой противоречивый. С одной стороны, он очень красивый. Вот такие вот здания здесь везде. Скажешь потом, что я тебя вырезала. И здесь мы были сейчас в агентстве по недвижимости, и вроде как уже пожали руки, что сделаем страховку, и все у нас будет хорошо с квартирой. И сейчас просто гуляем, наслаждаемся. Здесь очень важно это найти район, который вам по душе, и только тогда снимать в этом районе квартиру. Вот. Что касается безопасности, пока что мы не сталкивались ни с какими случаями преступности. Наши знакомые рассказывали про своих знакомых, которых ограбили, забрали сумку или что-то еще. Пока что мы с таким не сталкивались, в общем говоря. Здесь есть следующий прикол. Ты, например, идешь, такой классная улица, все вот такие здания красивые, античные, не античные, а колониальные, да. Все прекрасно, замечательно. Заходишь в какой-нибудь другой райончик, и там грязные бомжи. Или на этой же улице прекрасной, красивой бомжи, мусор и так далее. Здесь такое есть. В целом, говорят, Егор заметил, что здесь намного грязнее, чем в Москве. Я не заметила, что прям намного грязнее, но есть такое, да. И вот, собственно, бомжи существуют. Здесь такая проблемка. Вот. Но они мирные и спокойные ребята, никому не лезут. Собственно, пока что. Сейчас снимаем деньги. Точнее, меняем деньги, так как в Аргентине двойной курс песо, один официальный, а другой неофициальный, то постоянно приходится менять, естественно, по неофициальному курсу, потому что это в 2 раза более выгодно. Вот, поэтому сейчас меняем на аргентинское песо наши доллары. Снимают только голубые новые доллары. Вот так прошла наша неделя в столице Аргентины. Впечатления разнообразные, но в целом это восхищение новой культурой, языком и, конечно, радость от того, что мы благополучно добрались до места, о котором давно мечтали. В следующем видео я расскажу и покажу, как мы снимали квартиру, через какие трудности прошли и наше отношение к Байресу спустя месяц жизни. Увидимся скоро. Чао, амигос!